Попадали вы в такую ситуацию, когда вам дают типографский бланк, сотрудник полиции говорит: пиши. И вот вы пытаетесь туда вписать свои данные, дать объяснение о том, что с вами произошло. Первое. Ни при каких условиях не давайте полицейскому свой номер телефона. Только фамилия, имя, отчество, домашний адрес, ну черт с ним, дайте ему год рождения. Таким образом, все, что он должен вам сообщить, он вынужден будет сообщать вам в письменном виде. А это определенная бюрократия и, самое главное, определенная отчетность и следы. Документальное подтверждение, что он сделал, чего он не сделал против вас. А сотрудник полиции, он всегда действует против вас. Следующее. Если вам дали лист типового объяснения и все, и сказали пиши, вы выиграли, уже выиграли. Сотрудник полиции обязан будет вам перед тем, как заставить дать какие-то объяснения, пояснения, написать заявление, сотрудник полиции обязан вам разъяснить, подчеркиваю, разъяснить, что такое ваши права и обязанности согласно 51 статье Конституции Российской Федерации. Не просто прочитать, а именно сделать для вас понятным. Значение слова «разъяснить» означает сделать для вас понятным. А и он что, например, он должен вам разъяснить? Он должен вам, например, разъяснить, кто такие близкие родственники. Вот. Во-вторых, он должен вам разъяснить, когда у вас возникает обязанность давать показания, а когда обязанности давать показания у вас не возникает. И, соответственно, должен вам понятным образом донести информацию, что, допустим, ваша жена официальная — это ваш близкий родственник. И о ней вы не должны давать показания, не обязаны. А вот, допустим, ваша гражданская супруга, с которой у вас не зарегистрирован брак, по российскому законодательству, она не является близким родственником, и у вас есть обязанность давать о ней показания в том случае, если это, например, идет разбирательство по уголовному делу, и вы, например, находитесь в статусе свидетеля. Вот это все вам должен полицейский разъяснить. Но самое важное, что полицейский, скорее всего, не понимает во многих случаях, они не понимают разницы между прочитать статью 51 и разъяснить содержимое статьи 51. Они считают, что прочитать и разъяснить это одно и то же. Поэтому вы не подсказывайте полицейскому, что нужно ему делать. Просто молча слушайте. Если он промолчал или даже только прочитал 51 статью Конституции, отлично. Это означает, что у вас есть право при заполнении документа написать, если вы, допустим, заполняете документ вручную на листике бумаги, вы можете написать: статья 51 Конституции Российской Федерации мне не была разъяснена. Подпись, дата, время. Очень важно ставить время. Если вам дают типографский бланк, то в типографском бланке есть эта фраза по поводу 51 статьи. Соответственно, вы эту фразу, галочку никакую не ставите, а вы зачеркиваете эту фразу и ниже этого прочерка пишите: статья 51 мне не была разъяснена. То же самое: подпись, дата, время. Все. Весь материал, который полицейский составляет, без разъяснения 51 статьи Конституции не стоит той бумаги, на которой он написан. Полицейский будет визжать, он будет читать эту 51 статью почти криком вам. Вы ему скажите: поздно, поздно. Я же вот написал на этом листике то, что вы хотели. Все.
Но даже если вы поддадитесь на моральное насилие полицейского, и он заставит вас взять другой чистый бланк и скажет, что я же вам разъяснил статью 51, делайте следующее. Берете и в каждом пункте меню, в каждом этом прочерке, кроме своей фамилии, имя, отчества и домашнего адреса, пишите: пользуясь статьей 51 Конституции, отказываюсь давать показания. И так в каждой строчке, которую он вам даст заполнить. И когда полицейский вам начнет опять визжать в ухо и кричать «так нельзя», скажите: как же нельзя? Вот вы мне разъяснили статью 51, я ее понял ровно тем образом, каким я ей и воспользовался. То есть написал в каждом пункте. По сути, конечно, вы все делаете законно и правильно. Полицейский не может из вас, кроме как пытками, вытащить показания. И вы в любой момент можете вспомнить о том, что в любой момент, даже в середине разговора, вы можете вспомнить с полицейским, что у вас есть 51 статья, и если он задает вам вопрос: вы сегодня чистили зубы или нет? Вы им отвечаете: пользуясь 51 статьей Конституции, отказываюсь отвечать на этот вопрос. Полицейский задает вопрос: а почему? Скажите: потому что я считаю, что ответ на этот вопрос, который вы мне задали, может быть использован мне во вред. А все, что может быть использовано мне во вред, об этом я могу не говорить. Вот такая простая, но железная логика. В любой момент вы можете и вольны, и вправе посчитать, что те или иные сведения могут быть использованы против вас, и отказаться сообщать эти сведения сотруднику полиции, ФСБ, кого угодно. И если вдруг этот сотрудник скажет: ты обязан, это твоя обязанность, я тебе приказываю, все, что он вам приказывает, и все, что идет со словами «обязан», вы должны сказать очень вежливо, но настойчиво полицейскому: если обязан, пожалуйста, откройте нормативный акт, закон или кодекс или конституцию, где написано, что я обязан. И еще раз последнее. Напомню вам, что всякие должностные инструкции, ведомственные приказы и прочая ерунда, это все не для вас. Это все было издано для сотрудника полиции. Это в его ведомстве есть для него, как для сотрудника полиции, должностного лица, требования исполнять эти приказы, эти инструкции. Все вот это внутреннее. Вы не сотрудник полиции, и вы не обязаны знать, да и не можете, это же все для внутреннего использования, вы не можете знать эти инструкции, приказы, и самое главное, вы не обязаны им следовать и подчиняться. Пусть им подчиняется тот, для кого они изданы, то есть сотрудники правоохранительных органов. Вы подчиняетесь тому, что для вас обязательно, то есть Конституция, кодексы различные, законы, ну и прочие подзаконные акты, но публично доступные, а не внутриведомственные. Все. Будьте вежливы с сотрудниками полиции, но настолько же, насколько вы вежливы, будьте настойчивы в защите своих прав. Это ужасно бесит сотрудников полиции, а сделать они с этим ничего не могут, потому что вы в своем праве. Все, подписывайтесь. С наступающим Рождеством и Новым годом!